Симпсоны предсказали события 2026 еще 20 лет назад, и 3 из этих предсказаний уже начали сбываться. Звучит как совпадение, но количество точных попаданий давно перешло все границы случайности. То, что скрыто в старых сериях, заставит вас пересмотреть каждую серию заново. А началось все с одной короткой сцены, которую в 2003-м никто не воспринял всерьез. В эпизоде, вышедшем в самом начале нулевых, на заднем плане мелькает рекламный плакат. Обычный проходной кадр, 3 секунды экранного времени. Художники студии рисовали такие фоны сотнями, набивая их шутками, которые понимал только внутренний круг сценариста. Но именно на этом плакате оказалась цифра и фраза, которые спустя больше 20 лет вдруг совпали с реальным заголовком настоящей газеты, слово в слово. Тогда, в момент выхода серии, зрители смеялись над сюжетом про очередную авантюру Гомера и даже не задерживали взгляд на этой детали. Фанаты откопали ее только недавно, когда кто-то поставил серию на паузу и увеличил кадр. И вот тут началось странное. Оказалось, что таких спрятанных деталей в ранних сезонах десятки. Даты, названия, лица людей, которые в момент съемок еще были детьми или вовсе не родились. Создатели сериала всегда отшучивают. Мол, если делать по 25 шуток про будущее в каждой серии на протяжении 30 с лишним лет, то по законам статистики хоть что-то да сбудется. Логично. Но проблема в том, что совпадения перестали быть просто хоть чем-то. Они стали слишком точными, слишком конкретными, слишком привязанными к именам и числам, чтобы списывать это на удачу. Один из сценаристов старой команды в интервью признался, что в 90-х у них действительно был человек, отвечавший за фоновые пасхалки. Его задачей было заполнять задние планы отсылками, и часть этих отсылок он придумывал, читая научные журналы и прогнозы аналитиков. То есть некоторые предсказания были не мистикой, а расчетом. Но вот что этот сценарист не смог объяснить. Откуда в одной из серий начала 2000-х взялась деталь, указывающая точно на 2026 год, до которого команде тогда не было никакого дела. И именно эта серия хранит то, о чем фанаты спорят до сих пор. Речь идет об эпизоде, где город Спрингфилд накрывает серия странных бедствий. Да? Сначала отключается электричество, потом рушится инфраструктура, а жители паникуют из-за того, что власти скрывают истинный масштаб происходящего. По сюжету все это подано как комедия абсурда. Гомер, как обычно, оказывается в центре событий и умудряется все усугубить. Но фанаты, разбиравшие серию кадр за кадром, заметили деталь, от которой стало не до смеха. На одном из экранов в кадре мелькает карта с обозначенной зоной бедствия. Художники нарисовали ее схематично, но контур этой зоны почти в точности повторяет очертания региона, который в 2025-м действительно пострадал от масштабного природного катаклизма. Совпадение формы можно было бы списать на случайность, но рядом с картой стоит подпись с числом, да? И это число совпало с реальной датой начала событий. День в день. Дальше. Больше. В той же серии показан выпуск новостей, где диктор зачитывает сводку. Если замедлить видео и вчитаться в бегущую строку внизу экрана, там перечислены названия городов. 3 из них реально. И 2 из этих 3 действительно упоминались в новостях о недавних происшествиях, связанных именно с той катастрофой, которую фанаты привязали к карте. Скептики немедленно возразили. Бегущие строки в сериале часто заполняли случайным набором слов, а любой крупный город рано или поздно попадет в новости о каком-нибудь бедствии. И это справедливо. Проблема в другом. Сочетание карты, даты и списка городов в одном коротком фрагменте. Это уже не одно совпадение, а 3 наложенных друг на друга в пределах 30 секунд экранного времени. Один из аниматоров, работавших над сериалом в тот период, позже написал в соцсетях, что фоны для этой серии рисовали в спешке за одну ночь, и он понятия не имеет, откуда взялись некоторые надписи. По его словам, часть текста добавляли уже на финальной стадии, и кто именно это делал, он не помнит. Звучит как отговорка уставшего человека. Но именно эта фраза «не помню, кто это добавил», да, потом всплывет снова, когда речь зайдет о втором предсказании. И там все окажется куда серьезнее. Второе предсказание касается не катастрофы, а устройства, которое в момент выхода серии выглядело чистой фантастикой. В эпизоде из середины 2000-х Лиза сидит перед плоским экраном, разговаривает с голосом, который отвечает ей вслух, планирует за нее день и даже спорит с ней. Тогда это была шутка про ленивое будущее, где машины думают за людей. Сегодня такой голос стоит в кармане почти у каждого. Само по себе это еще не сенсация. О говорящих компьютерах фантасты писали за полвека до сим. Но фанаты зацепились за конкретику. На экране, с которым говорит Лиза, видна эмблема компании. Стилизованная, чуть искаженная, но узнаваемая. И она подозрительно напоминает логотип фирмы, которая в 2025-м действительно выпустила один из самых обсуждаемых голосовых помощников. Компании, которой на момент выхода серии еще не существовало в том виде, в каком мы ее знаем. Дальше идет деталь, которую разбирали особенно долго. В той же сцене голос обращается к Лизе по имени и добавляет фразу о том, что обновление будет установлено в 26-м. Мелкая реплика, брошенная вскользь, ради смеха.
Но именно этот год, 2026, всплывает в старых сериях снова и снова, будто кто-то намеренно расставлял метки. Сценаристы, которых спрашивали об этом, реагировали одинаково, закатывали глаза. Один из них прямо заявил, что предсказывать появление говорящих гаджетов все равно, что предсказывать дождь осенью. Технология витала в воздухе, инженеры уже работали над прототипами, и любой начитанный человек мог сложить 2 и 2. С этим не поспоришь. Но здесь всплыла та самая странность из прошлой серии. Аниматор, который не помнил, кто добавил надписи на карту катастрофы, оказался тем же человеком, что рисовал экран для сцены с Лизой. И на прямой вопрос, откуда взялась эмблема несуществующей тогда компании, он ответил уклончиво. Сказал, что срисовал с наброска, который лежал в общей папке. Чей это был набросок, он снова не назвал. Именно этот загадочный набросок и папка, к которой имела доступ вся студия, стали ниточкой, потянув за которую фанаты вышли на человека, чье имя в титрах не значилось вообще. Фанаты начали прочесывать титры сериала кадр за кадром, сравнивая списки сотрудников разных сезонов. И в паре эпизодов начала 2000-х всплыло короткое имя в графе «Дополнительный художник фонов». Человек, который проработал на студии всего несколько месяцев и исчез. Именно в те месяцы вышли обе серии с самыми спорными предсказаниями. После этого его имя не появлялось ни в одном проекте. Ни в кино, ни в анимации, ни где-либо еще. Разбор его сцен превратился в отдельное расследование. Оказалось, что этот художник обожал прятать в фонах символы. Крошечные знаки, буквы, числа, вписанные в узоры обоев, в корешки книг на полках, в рисунок ковра. На первый взгляд это обычные декоративные детали. Но если выписать их подряд, в порядке появления в кадре, получаются последовательности цифр. И некоторые из этих последовательностей складываются в даты. Один из энтузиастов составил целую таблицу. Он взял все кадры, где мелькали подписанные фоны, расшифровал спрятанные знаки и сопоставил их с реальными событиями последних лет. Совпадений оказалось около десятка. Часть, конечно, была натянута. При большом желании в наборе случайных цифр можно найти что угодно. Но 3 даты совпали абсолютно точно. И все 3 указывали на события, которые произошли уже после того, как художник покинул студию. Самое неприятное для скептиков было в том, что эти символы невозможно объяснить спешкой или случайностью. Спрятать число в узоре ковра так, чтобы оно читалось только при покадровом просмотре, это кропотливая осознанная работа. Кто-то сидел и специально это рисовал, тратя время на детали, которые ни один зритель не должен был заметить. Когда фанаты попытались найти самого художника, выяснилось, что о нем почти ничего не известно. Ни фотографий, ни интервью, ни аккаунтов в сети. В базе студии остался только внутренний рабочий псевдоним и короткая пометка о том, что он был приглашен по рекомендации Бол, без указания, кто именно его порекомендовал. И вот тут в истории появляется фрагмент, который перевернул все расследование. В одной из его серий в самом углу кадра спрятана не дата, а адрес. Реально существующий адрес, по которому находится здание, напрямую связанное с событиями 2026 года. Адрес пробили в тот же вечер. Он вел к обычному офисному зданию, и на первый взгляд ничего сенсационного там нет. Но когда фанаты подняли историю этого места, выяснилось, что именно в нем располагалась небольшая исследовательская фирма, которая занималась, внимание, прогнозной аналитикой. Той самой, что строит модели будущего на основе данных, экономических циклов, климатических тенденций, развития технологий. И вот теперь вся мозаика сложилась в одну простую и куда менее мистическую картину. Тот самый исчезнувший художник не был пророком. Он был человеком, который имел доступ к чужим прогнозам. Один из бывших сотрудников той фирмы позже подтвердил, в начале 2000-х у них действительно был знакомый, подрабатывавший на анимационной студии, и он любил вставлять их внутренние выкладки в свои рисунки как личную шутку. Даты, которые аналитики считали наиболее вероятными для тех или иных событий, он превращал в узоры на коврах и цифры на плакат. Не магия. Расчет, спрятанный в мультфильме. И вот здесь становится понятен ответ на главный вопрос. Симпсоны не предсказывали будущее в мистическом смысле. Из 1000 шуток про будущее, разбросанных по 30 с лишним сезонам, срабатывает лишь крошечная доля. И именно ее потом показывают, вырезая все, что не сбылось. Это называется ошибкой выжившего. Никто не собирает нарезки из сотен провальных предсказаний, потому что они скучные. А те несколько попаданий, что действительно были расчетом аналитиков, выглядят как чудо только потому, что мы не видим фона из промахов. Но признавать это создатели не спешат. И вот почему. Легенда о пророческом сериале — это бесплатная реклама, которая работает уже 20 лет и не стоит студии ни цента. Каждый раз, когда в мире случается что-то громкое, интернет сам без всяких усилий откапывает ту самую серию и разгоняет ее на миллионы просмотров. Ни один сценарист в здравом уме не станет рушить машину, которая печатает внимание из воздуха. Поэтому на все прямые вопросы команда отвечает одинаково. Улыбается и уходит от тем. Не подтверждает, но и не опровергает. Потому что тайна продается лучше, чем скучная правда про аналитиков и ошибку выживших. И именно на этом молчании держится вся магия.
Остается последнее. То самое третье предсказание, которое, если верить фанатам, еще не сбылось, но должно сработать именно в 2026. И оно спрятано в серии, которую мало кто пересматривал, потому что она считалась одной из самых проходных. В той серии Гомер на пару секунд включает телевизор, и на экране мелькает заставка спортивного события. Обычный гэг, шутка про очередной абсурдный турнир. Но фанаты, вооруженные всей историей с художником аналить, поставили кадр на паузу и увеличили заставку. Под названием турнира стоит год 2026, а рядом мелким шрифтом вписаны две страны и счет. Тот же прием, что и с ковром. Цифры, замаскированные под фоновый декор. Логика подсказывает простое объяснение. Крупные международные турниры расписаны на годы вперед, и любой человек, читающий спортивные календари, мог знать, что событие такого масштаба выпадает именно на 26-й. Тут никакого чуда. Вопрос только в счете и в названиях команд. Вот это уже нельзя было вычислить заранее никакими прогнозами. Либо это чистая случайная выдумка, вписанная для антуража, либо совпадение, которое проверят миллионы людей в прямом эфире. И в этом главный парадокс всей истории. Впервые предсказания Симпсонов можно проверить заранее, а не задним числом. Не выкопать нужную серию после события, подогнав смысл под факт, а зафиксировать конкретные цифры до того, как все случится. Фанаты уже сделали скриншоты, разослали их по форумам и поставили дат. Теперь любой промах будет виден так же ясно, как и попадание. Скорее всего, счет не совпадет. По законам той самой ошибки выжившего одно точное попадание тонет в море промахов, а этот случай изначально был лишь набором случайных цифр на заднем плане. Но если названия стран и счет вдруг сойдутся, объяснить это аналитикой и прогнозами уже не получится. И тогда придется всерьез вернуться к вопросу, кем на самом деле был человек без фотографий, работавший на студии несколько месяцев и исчезнувший навсегда. А пока заставка турнира по-прежнему висит на паузе в тысячах вкладок по всему миру. Две страны, счет и год. Проверить осталось совсем недолго.